Из бумаги сворачиваю комок в форме полукруга и заворачиваю в фольгу. Размечаю на картоне подошву сапожка. Увеличиваю на 1 см по периметру. Для толщины подошвы вырезала 4 заготовки. Покрываю картон скотчем, чтобы он не размок и не деформировался от клея. Приклеиваю все детали на подошву, добавляю комочки фольги. Вату разделяю на более тонкие пластины. Наношу клей, укладываю вату и хорошо пропитываю клеем. Подойдет клей ПВА, разведенный водой, или клейстер. Здесь я использую обойный клей. Плунжер смазываю растительным маслом при помощи кисточки. Маленькие кусочки ваты укладываю в формочку, а затем пропитываю ее клеем ПВА, разведенным водой, как следует утрамбовываю, добавляю слой за слоем. Окрашиваю акриловой краской, подойдет любая другая. Сапожок готов, осталось только его задекорировать. А вот и снежинки, они получились качественные. Для сапожка в качестве каркаса я использовала консервную банку, фольгу и картон. В следующем сюжете вы увидите, как можно сделать елочные игрушки без каркаса, используя разные формочки и молды. Пластиковую формочку внутри промазываем жиром. Разделяю вату на тонкие пластины, хорошо пропитываю ее клеем. Вату хорошо утрамбовываю слой за слоем. Последующие слои из сухой ваты, которую пропитываю клеем прямо в форме. У меня формочка для вареников. Можно использовать детские пластиковые формочки для песка. Для силиконовых молдов масло не понадобится. Смажьте клеем ПВА, разведенным водой. Укладываю маленькие кусочки ваты, хорошо пропитываю клеем и хорошенько утрамбовываю. Теперь делаю заготовку для шарика. Мячик смазала маслом. У меня будет шарик-снежок с кошками.
Заполняю силуэты кошек маленькими кусочками ваты, пропитываю клеем и утрамбовываю. Ватные заготовки в силиконе сохнут довольно быстро. Шарик сох несколько дней. Разрезаю ножом на две половинки. Склеиваю, вложив внутрь веревочку. Шов замаскировываю очень тонкими кусочками ваты. Вокруг веревочки приклеиваю еще полоски ваты. Окрашиваю акриловыми красками кошек и шарик. Сборка сердечка точно такая же, как и у шарика. А это совсем простая игрушка. Такие можно сделать из пластиковых детских формочек. В акриловый лак добавила глит. Для этих игрушек я использовала пластиковые формочки и молды. В следующем сюжете вы увидите, как можно сделать бескаркасную игрушку, используя только лишь вату. Дно от формы для запекания смазываю маслом. Вату расслаиваю. Клеем, ПВА, разведенным водой, сначала пропитываю вату. Затем, как следует, прижимаю вату широкой плоской кистью. На мокрую вату капаю краску. Подойдут любые красители, пищевые или текстильные. Акрил, сильно разведенный водой. Готовлю выкройку для игрушки.
В акриловый лак добавила глиттер. В такую коробочку можно положить маленький подарок. Ее можно подвесить или положить под елку. Из остатков вырезают цветочки. Их можно использовать для новогоднего декора и не только. Если вам понравилось это видео, напишите несколько слов. Это нужно для продвижения канала. Увидимся!